Эти цветы всегда вызывают восторг и удивление. Они поражают не только своей красотой и простотой в уходе, но и длительным сроком цветения. Высадив их в нужном месте, они будут радовать вас своим видом все лето до устойчивых холодов. А самое главное, что вы можете посеять их сразу в сад. И не только весной, но и осенью. Согласитесь, что это очень удобно, ведь для рассады не всегда хватает времени и места. К таким цветам, которые способны возобновляться самосевом и цвести долгие месяцы, относится флокс Друмонда. Это однолетний представитель своего рода, но у него есть множество преимуществ. И первое – это его яркое и неустанное цветение все лето до прихода стойких морозов. О многообразии его ярких расцветок и форм цветов можно рассказывать очень долго. Если кратко, есть множество сортов и гибридов, которые поделили на условные две группы – крупноцветковые и звездчатые. Первые с большими и закругленными лепестками. Вторые имеют рассеченные лепестки, по виду напоминающие снежинку или звездочку. Кроме того, есть растения с полумахровыми и махровыми цветками. Кустики флокса Друмонда великолепны всем. Они идеально подходят для оформления переднего плана цветников, создания невысоких бордюров, выращивания в кашпо, на балконе и где угодно. Их компактность и высота всего около 15-35 см позволяет высаживать эти цветы в самых разных местах. А главное, что вам не придется заморачиваться рассадой. Семена можно высевать сразу в сад. И не только с конца марта по первые числа мая, но и под зиму. Поэтому не лишайте себя шансов насладиться в следующем сезоне подобной красотой и заранее приобретите семена для осенних посевов. Поверьте, это того стоит. Тем более, что посадочный материал сейчас не проблема найти в садовых магазинах. И цена на семена невысокая. К многочисленным плюсам флокса Друмонда можно отнести то, что он хорошо выдерживает кратковременные заморозки. Это продлевает его цветение до прихода осенних морозов. Семена также отличаются высокой морозостойкостью. Но если ваш сад расположен в регионе с теплыми зимами, осенние посевы лучше перенести на декабрь-январь. Семечки не очень мелкие и не крупные. Их разбрасывают прямо на утоптанный снег. Сверху слегка набрасывают немного рыхлой земли, которую лучше заготовить в ведре заранее. После все присыпают слоем снега. А вообще высевать семена надо в период окончания листопада, чтобы осенние оттепели не подтолкнули их к преждевременному прорастанию. Место сева надо укрыть белым агроволокном. Оно будет отталкивать лучи солнца и не давать возможности прогреться земле. Весной же такой материал защитит посевы от возвратных заморозков. Плюс подземных посевов не только в том, что вы разгрузите свои подоконники и стеллажи от весенней рассады. При осеннем посеве флокс Друмонда зацветет уже в конце весны. В регионах с более холодным климатом его цветение наступит в первой половине июня. Красочные соцветия этого флокса, кроме своего пышного и длительного цветения, наполняют воздух вокруг приятным ароматом. Поэтому в течение долгих месяцев вы сможете наслаждаться не только его крупными пестрыми шапками соцветий, но и вдыхать чудесный цветочный запах. Недаром опытные цветоводы выращивают эти растения возле дома, вблизи зоны отдыха, на террасе и даже на городском балконе. К тому же соцветия флокса можно добавлять в разные букеты. Для яркого и обильного цветения флокс Друмонда лучше высаживать на хорошо освещенных участках. Почва подойдет рыхлая и питательная, но без застоя влаги. Для продления цветения своевременно удаляйте отцветшие соцветия. Также на обилие цветов хорошо влияет внесение комплексных удобрений и мульчирование кустиков. Вы можете вырастить эти цветы разным способом, а после собрать собственные семена для размножения. Для этой цели лучше покупать сортовые растения. Семена с пометкой F1, то есть гибриды, могут не повторить декоративные качества своих родителей. Но в этом даже есть своя прелесть. Никогда не знаешь, какой сюрприз из них вырастет. Флокс Друмонда радует тем, что способен давать свой самосев и хорошо поддается пересадке. С этим растением справятся все. А еще легко украсить свою территорию,
можно с помощью неприхотливой почвопокровной немофилы. Об этом цветке я уже не раз рассказывала на своем канале. И не просто так. Во-первых, про эту очаровательную гостью из Северной Америки пока еще немногие знают. Во-вторых, она способна не только давать свой самосев и разрастаться пышным цветущим ковром, но и радовать своим продолжительным цветением весь сезон. Ну а в-третьих, немофилу можно так же, как и флокс Друмонда, не выращивать рассадным путем. Эти цветы дают за сезон 3 самосева и несколько волн цветения, что не может не радовать. А если вы захотите расширить свою полянку цветов, просто периодически подсевайте семена. Их можно сеять каждые 2-4 недели, например, как рукколу. Это существенно продлит цветение. Если вы захотите гарантированно увидеть цветы осенью, семена немофилы можно повторно посеять в июне-июле. Размножает этот эффектный цветок не только рассадным путем, но и прямым посевом в открытый грунт. Семена можно высевать в апреле-мае или под зиму. При позднеосеннем севе цветы распустятся намного раньше, а вот майские посевы зацветут лишь в июле, так что учтите эту особенность. А еще то, что семенной материал лучше не хранить дольше 2 лет. Это снизит их всхожесть. Также осенние посевы лучше укрыть слоем опавшей листвы. Этот цветок поражает не только своей простотой в уходе и длительными сроками цветения, но и разнообразием своих окрасок. Очень популярная немофила голубая, или по-другому американская незабудка, из которой получаются роскошные цветущие поляны, со стороны напоминающие водную гладь. Есть также сорта с темно окрашенными цветками и даже пятнистой расцветкой. Такой почвопокровник составит удачную компанию многим садовым цветам. Из немофилы можно вырастить цветущие поляны, красивые низкие бордюры, украсить ее соцветиями садовой дорожки и создать пышное обрамление переднего плана клумб и цветников. У этого почвопокровника симпатично выглядит даже ажурная зелень. К тому же немофила редко поражается болезнями и вредителями, но она нуждается в своевременном поливе, особенно при посадке на открытом солнце. А расти немофила может и в полутени. Кстати, в компанию голубой немофиле можно высадить похожий цветок с контрастной окраской под названием лимнантес. Его ярко-желтые соцветия будут эффектно сочетаться с американской незабудкой. К тому же уход и посев этих растений особо ничем не отличается. Совершенно неприхотливым цветком-самосейкой, который полюбили за симпатичные цветы небесной окраски, является лен. Он не только декоративно выглядит с конца мая по осень, но и не потребует от вас какого-то специального ухода. Из льна получаются красивые цветники в природном стиле. Если вы хотите получить множество голубых цветочков, высевайте семена на хорошо освещенных участках. Качество почвы это растение не капризное, к тому же лен достаточно засухоустойчивый. Чтобы не возиться с рассадой, семена можно посеять сразу в открытый грунт в начале мая, либо под зиму. Первый способ больше подойдет садоводам северных регионов. Подобных неприхотливых цветов, радующих своим цветением весь сезон и которые можно смело выращивать не только рассадой, но и прямым посевом сразу в сад, очень много. Я постараюсь и далее о них рассказывать в своих видео. А чтобы не пропускать выход новых роликов, лучше оформить подписку на наш канал простым нажатием на колокольчик. Я также буду всем благодарна, кто поделится своими вариантами неприхотливых цветов. Большое спасибо вам за ваши советы, лайки и комментарии. А если вам сегодняшняя тема была интересной, не забудьте, пожалуйста, поставить свой лайк. И до новых встреч в нашем добром саду.